Всем привет! В этом видео я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по вязанию такого жакета. Жакет связан спицами, с V-образной горловиной и с имитацией вточного рукава. Связан он на 50 размер. Длина жакета 63 сантиметра. Здесь связан рукав 3/4, широкий. Ширина рукава где-то 17-17,5 сантиметров. Ну, все размеры я в мастер-классе там говорю. Значит, вязала из пряжи Alize Superlana Classic, Color 73, в 100 граммах 280 метров. Состав здесь 75% акрил и 25% шерсть. Рекомендуют спицы 3-4. Я вязала спицами номер 3. Соединяла я детали по рукаву и по боковому шву с помощью крючка. Крючок использовала номер 2,5. На жакет у меня ушло 460 граммов пряжи. Основу узора этого я взяла из видео на YouTube, и ссылочку на это видео я оставлю. Там связан мужской жакет. Я его изменила, этот узор, на рукавах изменила, и внизу вот здесь добавила. Немножко по-другому связала, но в самом видео я рассказываю, как я провязывала. Схемы этого узора нету, и в том видео, откуда я его взяла, там схемы тоже нет, и ссылочки на схему нет. Поэтому сам образец я показала, как вязать, и также можете посмотреть в том видео, ссылочку на которое я оставлю. Там тоже подробно показано, как вязать этот узор. Ну а теперь предлагаю вам посмотреть сам процесс вязания этого жакета. Приятного просмотра! Вязание жакета я начинаю со спинки. Для того, чтобы знать, сколько набрать петель, необходимо связать образец. Раппорт узора составляет 12 петель в ширину и 30 рядов в высоту. Я буду вязать образец в ширину 3 раппорта. Поэтому на спице номер 3, которыми я буду вязать жакет, я набрала 38 петель. 36 это 3 раза по 12 и 2 кромочные. Вязание образца начинается с 2 дополнительных рядов, которые не будут засчитываться в ряды раппорта. Кромочную снимаем. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые петли, 8 изнаночных, 5, 6, 7, 8. И теперь до конца ряда нужно повторять вот этот раппорт из 12 петель. 4 лицевых и 8 изнаночных. Столько, сколько раппортов вы вяжете образец. 4 лицевые, 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце ряда будет 4 лицевые и 4 изнаночные. То есть мы начали с 4 изнаночных и закончили 4 изнаночных. Вот эти 8 изнаночных и получаются. Второй ряд
Все петли вяжутся по узору. Как смотрят петли? Если идет лицевая петля, вяжем лицевую. Идет изнаночная, вяжем изнаночную. При вязании этого узора петли можно вязать любым способом, и бабушкиным, и классическим, кому как удобно. Здесь разницы нет. Я вяжу классическим способом, потому что мне так удобнее. Довязываю второй ряд. Вот эти два первых ряда, они являются дополнительными. Со следующего ряда начинается вязание раппорта узора в высоту 30 рядов. Так, первый ряд узора. Кромочную снимаем, 4 изнаночные петли в начале ряда. Дальше раппорт, который будет повторяться. 4 лицевые, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повторяем. 4 лицевые, 8 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И в конце ряда будет только 4 изнаночных. Кромочной, изнаночной. Второй ряд, как смотрят петли. Третий ряд узора. Кромочную снимаем, 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше идет 4 лицевых петли. Эти 4 петли нужно перекрестить по 2 с наклоном вправо. Для этого можно использовать дополнительную спицу, снимать 2 петли, снимать, потом провязывать следующие 2 петли и затем петли с дополнительной спицы. Можно провязывать, снимая просто петли. Я провязываю так: снимаю 4 петли на дополнительную спицу. Дальше за работой спицей я подхватываю, пропуская 2 петли от начала спицы, следующие 2 петли. Подхватываю на спицу их, спускаю со спицы все 4, подхватываю вот эти 2, которые я сняла, и возвращаю их на начало левой спицы. И так получилось, что 3-я и 4-я петля, она стала 1-й и 2-й. То есть произошло перекрещивание петель с наклоном вправо. И теперь эти 4 петли нужно провязать лицевыми. 1, 2, 3, 4. Дальше идет 8 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова у нас 4 лицевые петли. Точно так же их нужно перекрестить с наклоном вправо. Снимаю их на правую спицу. Левой спицей за работой подхватываю 2 петли. Спускаю все 4 петли со спицы. Надеваю на правую спицу
2 снятые петли и переношу их на левую спицу на начало. 4 лицевые петли провязываю. 3, 4. Восемь изнаночных. И еще раз 4 лицевые петли снимаю на правую спицу, левой спицей за работой подхватываю 2 петли и переношу их на левую спицу. Провязываю все 4 петли лицевыми. В конце ряда 4 изнаночные. Кромочной изнаночной. 4-й ряд, как смотрят петли. 5-й ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 4 изнаночные. И дальше повторяющийся раппорт. 4 лицевые. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторяем. 4 лицевые. 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце ряда 4 лицевые и 4 изнаночные. Кромочной изнаночной. 6-й ряд, как смотрят петли. 7-й ряд узора. Кромочную снимаем. В начале ряда 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше идет 4 лицевые. Их нужно перекрестить с наклоном вправо. Снимаю все 4 петли на правую спицу. Завожу левую спицу за работу. 2 дальние петли подхватываю и придерживаю левой спицей. Спускаю все 4 петли. 2 снятые переношу в начало левой спицы. Все 4 петли провязываю лицевыми. Восемь изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повторяем. Следующие 4 лицевые петли перекрестить с наклоном вправо. Снимаю. За работой подхватываю 2 петли и 2 петли переношу в начало вязания. Провязываю все 4 петли лицевыми. Восемь изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова 4 лицевые петли. Снимаю на правую спицу, левой спицей за работой придерживаю 2 петли и 2 петли переношу в начало вязания. Провязываю 4 лицевые петли. В конце ряда 4 изнаночных. Кромочной изнаночной. 8-й ряд, как смотрят петли. 9-й ряд. Кромочную снимаем. 4 изнаночные в начале ряда.
И дальше повторяющийся раппорт. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повторяем. 4 лицевые, 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. И в конце будет только 4 изнаночных. Десятый ряд, как смотрят петли. 11 ряд. Кромочная. В начале ряда 4 изнаночные. Следующие 4 лицевые петли перекрестить с наклоном вправо. Снимаю на правую спицу, левой спицей заработать дальние 2 петли. Придерживаю, снимаю все 4. Подхватываю снятые 2 и переношу их в начало вязания на левую спицу. Все 4 петли провязываю лицевыми. Восемь изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторяем. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Также спицей за работой придерживаю 2 петли. 2 снятые переношу в начало левой спицы. Провязываю 4 петли лицевыми. Восемь изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Так. Провязываю 4 лицевые. И в конце ряда 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночной. 12 ряд, как смотрят петли. 13 ряд. С 1 по 12 ряд здесь формировались у нас жгуты вот такие. И с 13 ряда уже начинает формироваться ромб. Значит, кромочную снимаем. В начале ряда будет 2 изнаночные петли. Дальше следующие 4 петли, 2 изнаночные и 2 лицевые, нужно перекрестить с наклоном вправо. Снимаем эти 4 петли на правую спицу. Спицей за работой 2 дальние петли придерживаем, снимаем все 4 с правой спицы, 2 снятые поддеваем и возвращаем на начало левой спицы. И провязываем первые 2 петли лицевыми, 1, 2, и следующие 2 петли изнаночными, 1 изнаночная и 2. Следующие 4 петли нужно перекрестить с наклоном влево. Снимаем 4 петли на правую спицу. И теперь спицей левой перед работой, пропуская 2 петли, следующие 2 подхватываем. Также точно спускаем со спицы. 2 снятые возвращаем на начало вязания, то есть на левую спицу. И провязываем сначала 2 изнаночные петли, затем 2 лицевые.
Вот 2 перекрещивания. Одно вправо, одно влево. Здесь нужно запомнить, если перекрещивание идет вправо, то снимаем, придерживаем петли за работой. Если влево, то левую спицу заводим перед работой. 4 изнаночные петли. И дальше повторяем раппорт. 4 петли перекрестить с наклоном вправо, заводим спицу за работой. 2 петли переносим в начало и провязываем 2 лицевые и 2 изнаночные. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево. Снимаем их на правую спицу и теперь спицы перед работой. 2 петли дальние от конца правой спицы придерживаем, снимаем. Эти 2 петли переносим на начало вязания и провязываем 2 изнаночные и 2 лицевые. Дальше идет 4 изнаночных. Повторяем. 4 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 петли придерживаем и 2 петли переносим на левую спицу. 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево. Перед работой 2 петли придерживаем, 2 снятые переносим на левую спицу. 2 изнаночные провязываем, 2 лицевые. В конце ряда 2 изнаночные петли и кромочная. 14 ряд, как смотрят петли. 15 ряд. Кромочную снимаем и сразу начинается раппорт. 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Снимаем их на правую спицу, заводя спицу левую за работу, подхватываем, придерживаем 2 дальние петли и 2 петли переносим в начало ряда. Провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. Четыре изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево. Снимаю их на правую спицу. Теперь левой спицей перед работой подхватываю 2 петли. 2 снятые переношу в начало вязания. Провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые. И повторяем. 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Спицу заводим за работу. 2 придерживаем, 2 снимаем и переносим их в начало вязания. 2 лицевые, 2 изнаночные. Четыре изнаночных. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 перекрестить с наклоном влево. Спицу левую перед работой заводим, 2 петли подхватываем, 2 спускаем и переносим их в начало вязания. Провязываем 2 изнаночные петли, 2 лицевые.
И третий раз повторяем. 4 петли перекрестить с наклоном вправо, спицу заводим за работу, 2 петли подхватываем, спускаем, 2 снятые возвращаем на левую спицу, 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. И следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево. Спицу заводим левую перед работой, 2 петли подхватываем, 2 спускаем, снятые петли переносим в начало вязания. Провязываем 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочная. 16 ряд по узору. 17 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда провязываем 2 лицевые петли. И дальше раппорт, который будет повторяться. 8 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Повторяем. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевых. 8 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в начале ряда будет только 2 лицевые. Кромочная, изнаночная. 18 ряд. Как смотрят петли. 19 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 2 лицевые. Дальше раппорт. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие 4 лицевых петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Снимаю их на правую спицу, завожу левую спицу за работой, снимаю, придерживаю 2 петли, снимаю, 2 снятые петли перемещаю на начало левой спицы. Все 4 петли провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4. И повторяю. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевых петли перекрестить с наклоном вправо. Снимаю на правую спицу, завожу левую спицу за работу, 2 петли подхватываю, 2 спускаю и снятые петли переношу в начало вязания. Провязываю 4 лицевых петли. 1, 2, 3, 4. 8 изнаночных. В конце ряда только 2 лицевые и кромочная. 20 ряд. Как смотрят петли. 21 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 2 лицевые. Дальше раппорт. 8 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Повторяем. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4.
конце ряда 8 изнаночных, 5, 6, 7, 8 и 2 лицевые. Кромочная изнаночной, 22 ряд, как смотрят петли. 23 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 2 лицевые. Дальше раппорт. 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие 4 лицевые петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Снимаю их на правую спицу, завожу левую спицу за работу, подхватываю 2 дальние петли, 2 крайние спускаю, подхватываю и переношу их на левую спицу. Провязываю 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Повторяю. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Снимаю на правую спицу спицей за работой. Придерживаю 2 петли, 2 крайние спускаю, возвращаю на левую спицу. Провязываю 4 лицевые. Восемь изнаночных. В конце ряда будет 2 лицевые петли. Кромочная, изнаночная. 24 ряд. Как смотрят петли. 25 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 2 лицевые. Далее раппорт. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Повторяем. 8 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 8 изнаночных. В конце ряда 2 лицевые. Кромочная, изнаночная, 26 ряд. Как смотрят петли. 27 ряд. Кромочную снимаем. И следующие 4 петли нужно перекрестить с наклоном влево. Снимаю их на правую спицу, 4 петли, левую завожу перед работой, подхватываю 2 дальние от конца петли, 2 первые снимаю, подхватываю их правой спицей и переношу на левую спицу. Провязываю 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Снимаю их на правую спицу, левую завожу за работу, подхватываю 2 дальние петли, 2 первые снимаю и переношу их на левую спицу. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. И повторяю. 4 петли перекрестить с наклоном влево, левая спица перед работой, провязываю 2 изнаночные,
2 лицевые, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Переношу их на правую спицу. Левую спицу завожу за работу. Подхватываю 2 дальние петли. Снимаю все 4. И 2 снятые петли возвращаю на левую спицу. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Еще раз. 4 петли перекрестить с наклоном влево. Переношу их на правую спицу. Левая спица перед работой. Подхватываю 2 петли. Снимаю. И 2 первые переношу в начало. Провязываю 2 изнаночные, 2 лицевые. Четыре изнаночных. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо. Левая спица за работой. 2 подхватываю, снимаю, 2 переношу в начало. 2 лицевые, 2 изнаночные. Кромочная, изнаночный. 28 ряд. Как смотрят петли. 29 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда провязываем 2 изнаночные петли. Дальше повторяющийся раппорт. 4 петли нужно перекрестить с наклоном влево. Снимаю их на правую спицу. Левую завожу перед работой. Подхватываю 2 петли. Снимаю. 2 снятые переношу в начало вязания. Провязываю 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 4 петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Перевожу их на правую спицу, левую завожу за работой, 2 петли придерживаю, спускаю, 2 снятые возвращаю в начало вязания. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Четыре изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. И повторяю. 4 петли перекрестить с наклоном влево. Левая спица перед работой. Подхватываю 2 петли. Снимаю. И 2 петли переношу в начало ряда. 2 изнаночные. 2 лицевые. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево. Переношу их на правую спицу, левую завожу за работу, 2 придерживаю, спускаю, 2 петли снятые переношу на левую спицу. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Четыре изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 петли перекрестить с наклоном влево. Левая спица перед работой. 2 петли подхватываю, спускаю и 2 снятые переношу в начало вязания. 2 изнаночные.
2 лицевые. Следующие 4 петли перекрестить с наклоном влево. Переношу на правую спицу, левую завожу за работой, 2 придерживаю, спускаю, снятые 2 возвращаю на левую спицу и провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. В конце ряда 2 изнаночные петли, кромочная тоже изнаночная. 30 ряд, как смотрят петли. Итак, я провязала все 30 рядов раппорта в высоту, и дальше узор повторяется с первого ряда. Не учитываются первые 2, вот которые, как я сказала, дополнительные, а с первого ряда по 30 повторяется этот раппорт в высоту. В ширину, как я сказала, я провязала 3 раппорта. Теперь нужно образец замерить в ширину и произвести необходимые расчеты для начала вязания спинки. Итак, мой расчет. 3 раппорта у меня в узоре составляют в ширину 13,5 сантиметров. Мне нужно рассчитать на ширину 50 сантиметров, будет моя спинка. Для этого я эти 3 раппорта делю на 13,5 сантиметров и умножаю на необходимую мне ширину 50 сантиметров. У меня получилось 11,1. То есть я буду набирать в 50 сантиметрах, у меня помещается 11 раппортов. Теперь им нужно рассчитать, сколько петель набрать. 11 раппортов умножаю на 12 петель в одном раппорте. Получается 132 петли. Плюс 2 кромочные. Итого мне нужно набрать 134 петли. Итак, я сейчас наберу 134 петли. Провяжу прямо полотно до вывязывания пройм и скажу, как я провязывала, а дальше уже проймы буду вязать на камеру. Итак, я провязала спинку до начала вывязывания пройм и сейчас расскажу. Значит, набирала я, как я и сказала, как рассчитала, 134 петли. Так, вот мой образец, который я вязала. 134 петли набрала и провязала 2 ряда, так же, как вязала в образце, 2 подготовительных ряда или дополнительных. Дальше провязала с 1 по 12 ряд. Вот в образце я вязала с 1 по 12 ряд. 1 раз. И потом опять начала с 1. Вот. Опять начинаю с 1 и провязываю так. 1 раппорт 30 рядов. Вот он. 2 раппорт 30 рядов. Полный. 3 30 рядов. И в 4 провязала 12 рядов. Так, я посчитала. В общем, у меня получилось от начала 116 рядов в высоту. В сантиметрах сейчас высота у меня 39 сантиметров. Ширина 50. И теперь в 117 ряду я буду вывязывать пройму для рукавов. Итак, 117 ряд. Это у меня 13 ряд схемы. В этом ряду я закрою с каждой стороны по 4 петли. Кромочную снимаю. Следующую провязываю лицевой и протягиваю через снятую петлю. 1 петлю закрыла. Следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую петлю. 3 провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую петлю. И 4 провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую петлю. 4 петли в начале ряда я закрыла. Дальше у меня идет 13 ряд схемы. Так, это в этом ряду идет перекрещивание в центр.
ромбик. Значит, здесь нужно смотреть по узору. Первые 2 петли я провязываю лицевыми, а дальше 4 петли мне нужно перекрестить влево. Две изнаночные, 2 лицевые провязываю. Дальше 4 изнаночные. И следующие 4 петли перекрестить вправо. Итак, я сейчас довяжу этот ряд до конца и в 118 получается ряду закрою еще 4 петли. По узору также вяжу этот 13 ряд схемы. В 118 ряду в изнаночном закрываю еще 4 петли. Кромочную снимаю, следующую провязываю изнаночной, протягиваю через снятую петлю. 1, вторую провязываю изнаночной, протягиваю через снятую петлю. 2, третью провязываю изнаночной, протягиваю через снятую петлю. 4 провязываю изнаночной, протягиваю через снятую петлю. И дальше все петли провязываю, как смотрят петли, то есть по узору, до конца ряда. И в конце ряда последнюю петлю снимаю, не провязывая. Так, 119 ряд, 15 ряд схемы узора. Закрою с каждой стороны еще по 4 петли. Первую снимаю, которую я в предыдущем ряду не провязывала. Следующую тоже снимаю и протягиваю одну через другую. Закрыла одну петлю. Следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. 2 петли. Следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую, 3 петли и 4. Лицевой провязываю и протягиваю. Теперь по узору здесь получается продолжаем смещать петли. В данном случае здесь идет 4 петли перекрестить влево. 4 петли снимаю на правую спицу. Спицы перед работой 2 придерживаю, 2 переношу на другую спицу, на левую. 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше идет перекрестить 4 петли с наклоном вправо. Значит, спица за работой. Меняем местами эти петли. 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 изнаночных. И дальше раппорт повторяется. Довязываю этот ряд до конца. В конце ряда последнюю петлю также снимаю, не провязываю. В 120 ряду закрываю еще 4 петли. Это изнаночный ряд, 16 ряд узора. Первую снятую снимаю, не провязанную. Вторую снимаю, протягиваю через предыдущую. 1 петля. Вторую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую 2 петли. Третью изнаночная, протягиваю через предыдущую. 3 петли и еще 1 четвертая. Провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. Все, 4 петли закрыто. Это изнаночный ряд. Все петли вяжутся по узору, как смотрят петли. Довязываю также
До конца ряда последнюю петлю снимаю, не провязывая. «121 ряд» – это 17-й ряд узора. В этом ряду закрываю 3 петли. Первую снимаю, не провязанную в предыдущем ряду. Вторую снимаю, протягиваю через предыдущую. 1 петля, следующую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую 2 петли, следующую лицевой, протягиваю через предыдущую 3 петли. Закрыто. Так, в 17 ряду узора у нас вяжутся все петли по узору, здесь получается. Лицевых здесь осталось только 3 в начале ряда. Провязываем 3 лицевые. Дальше идет 8 изнаночных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 4 лицевые. До конца ряда 8 изнаночных, 4 лицевых. Довязываю этот ряд до конца, последнюю петлю снимаю не провязанной. 122 ряд, это 18 ряд узора, закрываем также 3 петли. Первую не провязанную в предыдущем ряду снимаю, вторую снимаю, протягиваю через предыдущую. 1 петля, следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 2 петли и третью провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. Все, довязываю ряд до конца, это изнаночный ряд, значит все петли вяжутся по узору. Довязываю ряд до конца и последнюю петлю также снимаю не провязанной. 123 ряд, 19 ряд узора. Закрываю еще 3 петли. Снимаю первую не провязанную, снимаю вторую, протягиваю через предыдущую 1, следующая лицевая, протягиваю через предыдущую 2, следующая лицевая, протягиваю через предыдущую 3. Дальше в этом ряду узора нужно в лицевых петлях перекрестить петли вправо. Здесь уже лицевых в начале ряда нет, идут изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше идут 4 лицевые, значит их нужно перекрестить с наклоном вправо. Спица за работой. Меняем местами эти петли, провязываем все петли лицевыми, 4 лицевые. Все, повторяем, 8 изнаночных, 4 лицевые, перекрещиваем с наклоном вправо. Довязываю до конца ряда, последнюю петлю снимаю не провязанной. 124 ряд, 20 ряд узора, закрываем 3 петли. Снимаем 2 первые петли, протягиваем. 2 петля изнаночной, протягиваем через предыдущую. 3 изнаночной, протягиваем через предыдущую. 3 петли закрыто. Продолжаем вязание этого изнаночного ряда до конца по узору. В конце ряда последнюю петлю снимаю не провязанной. Так, 125 ряд, это 21 ряд узора. В этом ряду закрою еще 2 петли. Так, первую, вторую снимаем, протягиваю через предыдущую. Вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Все, в этом ряду 2 петли. Дальше по узору 21 ряд у нас вяжется 8 изнаночных, 4 лицевых. Здесь у нас остается в начале ряда 1, 2, 3,
4, 5, 6 изнаночных. Дальше 4 лицевых. А дальше уже 8 изнаночных, 4 лицевых, как идет по узору. Довязываю этот ряд до конца. Последнюю петлю снимаю не провязанной. 126 ряд, 22 ряд узора. Закрываем также 2 петли. Первые 2 снимаем, протягиваем через предыдущую. Вторая петля изнаночная, протягиваем через предыдущую. Довязываю этот ряд изнаночный до конца по узору, как смотрят петли, и в этом ряду я уже последнюю петлю не буду снимать, не провязывая, а провяжу ее как кромочную последнюю петлю изнаночной. — 127 ряд — это 23 ряд схемы. В этом ряду я убавлю по одной петле в начале и в конце ряда. Здесь после кромочной, там перед кромочной. Провяжу так: кромочную снимаю, следующие 2 петли, они изнаночные, но я провяжу их лицевой, вместе одной лицевой петлей. Дальше по узору. Здесь у нас в этом ряду 23 идет перекрещивание петель в лицевых полосках. Где 4 петли, там идет перекрещивание. Здесь остается 4 у нас изнаночных. 1, 2, 3, 4. Дальше идет 4 лицевых. Их надо поменять местами, перекрестить вправо и провязать лицевыми. Дальше 8 изнаночных. Довязываю по схеме 23 ряда до конца, и в конце ряда покажу, как я закрою еще одну петлю. В конце ряда, когда осталось на спицах 3 петли, 2 последние петли я провязываю лицевой, вместе лицевой, последнюю кромочную изнаночной. Все, следующий ряд, 128, 24 ряд узора, провязываю без изменений. 129 ряд, это 25 ряд узора. В этом ряду я сделаю последнее убавление, убавлю аналогично еще по одной петле. В начале ряда провязываю кромочную, снимаю, первую провязываю лицевой. Следующие 2 изнаночные тоже провязываю лицевой. И у меня после кромочной здесь 2 лицевые петли. Дальше 25 ряд узора у нас идет 8 изнаночных, 4 лицевых. Но здесь осталось всего 2 изнаночных. Провязываем 4 лицевых. Дальше по узору 8 изнаночных, 4 лицевых. Довязываю этот ряд до конца ряда. Сейчас в конце ряда покажу, как последнее убавление делаю. В конце ряда у меня осталось непровязанными 4 петли. 2 петли я провязываю вместе лицевой, следующую петлю лицевой и кромочную изнаночной. И теперь у меня по краям после кромочной, вернее перед кромочной, в начале ряда после кромочной по 2 лицевые петли. Так я буду продолжать провязывать дальше, провязывая таким образом, как я сказала, перед кромочной и после кромочной по 2 лицевые петли, все остальные петли в соответствии с узором. Провяжу на необходимую мне высоту и скажу, сколько рядов я провязала. Итак, я довязала
спинку на необходимую мне высоту. Всего по пройме получается у меня связано 60 рядов. Значит, по петлям, по проймам с каждой стороны было закрыто по 18 петель. И в последнем ряду убавления, это был 129 ряд, у меня осталось на спицах 98 петель. Эти 98 петель я продолжила вязать ровно и вязала по 176 ряд. То есть от начала вязания до конца всего 176 рядов на спинке. Дальше я разделила вязание на 3 части. На плечи с каждой стороны оставила по 32 петли и на горловину осталось 34 петли. На этом вязание спинки закончено. Можно приступать к вязанию полочек. Одна полочка у меня уже готова, это левая полочка у меня. И сейчас на примере второй полочки я буду показывать, как ее вязать. Сейчас я расскажу коротко, а потом буду показывать. Значит, на полочку я набирала 85 петель. В эти 85 петель входит, значит, кромочная. Основной узор я набирала 5,5 раппортов, это 66 петель. Затем идет одна петля, которая разделяет основной узор и планку. И на планку у меня 17 петель. Коса идет на 9 петель. По краям изнаночные петли. Здесь одна идет снятая петля. Идет двойная кромочная у меня здесь. И по краю, по второму краю планки идет одна снятая петля. В лицевом ряду я ее провязываю лицевой, в изнаночном снимаю непровязанной. Но это все я буду показывать. Дальше я буду вязать по прямой до начала убавлений по горловине и по проймам. Итак, набираем на спице 85 петель. Итак, 85 петель я набрала. И первый ряд, так же как на спинке, он идет подготовительный ряд. Значит, здесь у меня идет правая полочка, и она начинается с планки. Та полочка, которую я связала, она в зеркальном отражении получается. Сейчас я начну вот отсюда и пойду вот сюда. А это, естественно, начинается наоборот с узора, а в конце ряда вяжется планка. Вся разница. Итак, в начале ряда перед планкой идет двойная кромочная. Первую кромочную снимаем, вторую провязываем лицевой. В конце ряда в изнаночном ряду эту петлю будем все время снимать. Подробнее по двойной кромочной у меня есть видео на канале. Я оставлю ссылочку. Так, значит, кромочную сняла. Первую, вторую кромочную провязала. Дальше вяжу планку. 2 изнаночные петли. И дальше коса идет. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные петли. По краям от косы идут по 2 изнаночные. В середине 9 лицевых, по краям 2 изнаночные. Дальше идет 1 лицевая петля. Эта петля будет в изнаночном ряду сниматься, не провязывая. В лицевом провязываться лицевой. Еще 1 изнаночная петля. И следующая петля лицевая в лицевом, изнаночная в изнаночном будет провязываться. Эта петля будет отделять планку от основного узора. Вот здесь нужно, желательно повесить маркер. Сейчас я возьму. Так, здесь пересчитаем. Должно получиться 17 петель планки и 1 петля 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 петель. Все правильно.
Помещаем маркер и дальше вяжутся 5,5 раппорта узора. Значит, на этой планке узор начнется так. С этой стороны, вернее, на этой планке, на левой, ряд начинался с 4 изнаночных петель и заканчивался 2 лицевыми по узору. На противоположной мы начинаем наоборот, с 2 лицевых, ну, то есть все в зеркальном отражении. 2 лицевые петли и дальше повторяющийся раппорт. Это 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И опять 8 изнаночных, 4 лицевые. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И закончится ряд 4 изнаночных, так как начиналась противоположная планка. 2, 3, 4. Кромочная, изнаночный. Дальше второй ряд вяжется по узору, как и предусмотрено самим узором, до вот этого маркера, а обратную сторону планочки я покажу. Так, второй ряд довязываю до маркера. И с изнаночной стороны планка вяжется по узору. Ну, вот здесь одна петля, про которую я говорила, она здесь будет сниматься. Значит, 1 изнаночная, 1 лицевая и следующая петля. Нить перед работой снимаем просто не провязанной на правую спицу. Дальше 2 лицевые, 9 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые. В конце вот 2 остаются петли, это двойная кромочная. В конце ряда предпоследнюю петлю снимаем не провязанная нить перед работой, последнюю изнаночной. На второй планке, на второй полочке, здесь планочка вяжется в конце ряда, поэтому здесь вторую кромочную, так же вот как сейчас я показала, в лицевом ряду предпоследнюю снимаем не провязанную, последняя изнаночная. В лицевом ряду, в изнаночном ряду эта кромочная провязывается лицевой. Так, дальше.
третий ряд от начала вязания — это уже первый ряд узора. И здесь по планке будет вывязываться коса. Сейчас я так покажу. Опять на этой полочке. В косе идут переплетения. То вправо, то влево, то вправо, то влево. В косе 9 петель, 3 раза по 3. И она вывязывается так, как плетется обычная коса. Вот мы делим косу на 3 части и заплетаем ее вот так, по одной части. То же самое здесь. Один раз влево, один раз вправо. И эти перекрещивания, они вывязываются через один лицевой ряд. В одном лицевом ряду вправо, следующий лицевой ряд без перекрещиваний. В следующем влево, следующий без перекрещиваний. То есть через один лицевой ряд. Итак, в третьем ряду, в первом ряду узора, сначала идет без перекрещивания. Кромочную снимаем первую, вторую провязываем лицевой. 2 изнаночные, 9 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные. Дальше идет вот эта снятая петля, которую в изнаночном ряду я сняла. Провязываю ее лицевой, изнаночная, лицевая. Дальше идет узор. Первый ряд узора. Все петли здесь вяжутся уже по узору. Здесь изменений нет. 2 лицевые в начале. И повторяем. 8 изнаночных, 4 лицевых. 8 изнаночных, 4 лицевых. В конце ряда 4 изнаночные. Дальше я провяжу сейчас 4-й ряд до маркера и подключу. Довязываю 4-й ряд. Планка изнаночная, лицевая. Одну снять нить перед работой, не провязывая. 2 лицевые, 9 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевых. Одну снять нить перед работой, последняя изнаночная. Дальше 5-й ряд. Это 3-й ряд узора. В этом ряду начинается вывязывание косы. И в этом ряду косу нужно перекрестить в правую сторону. Здесь изменение идет только вот в этих 9 лицевых петлях. Остальное по планке все вяжется одинаково все время. То есть перекрещивание косы вот в этих 9 лицевых петлях. Первую кромочную снимаем, вторую провязываем лицевой. 2 изнаночные. И вот 9 лицевых петель косы. В этом ряду, как я сказала, мы перекрещиваем, поворачиваем косу вправо. Следующим образом. Первые 3 петли провязываем. 1, 2, 3. Нить переводим перед работой. Берем дополнительную спицу. Следующие 3 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Провязываем 3 петли с левой спицы. 1, 2, 3. И возвращаем петли с дополнительной спицы на левую спицу. И провязываем их тоже лицевой. 1, 2, 3. Все, вот 9 петель мы провязали.
наклон вправо. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше у нас идет 3-й ряд основного узора, и в этом ряду у нас идет перекрещивание петель в группах лицевых петель или петель. Так, 2 лицевые в начале ряда, 8 изнаночных, 8 и 4 петли нужно перекрестить вправо. Снимаем их на правую спицу. За работой 2 петли придерживаем, снимаем и меняем местами петли. 2 лицевые, вернее 4 лицевые петли. Ну и повторяем 8 изнаночных, также 4 лицевые петли. По 2 меняем местами и перекрещиваем. В общем, это 3-й ряд узора. Провязываем этот ряд и в изнаночном ряду возле маркера встречаемся. Так, в конце 6-го ряда, это 4-й ряд раппорта узора, планка, изнаночная, лицевая, 1 снять, нить перед работой, 2 лицевые, 9 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые, предпоследнюю кромочную снимаем, нить перед работой, последняя изнаночная. Дальше 7-й ряд, это 5-й ряд раппорта. В этом ряду в косе переплетения не делается. В предыдущем мы делали, значит в этом не нужно. Кромочную снимаем, 2-я петля, лицевая, провязываем. 2 изнаночные, 9 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, дальше это у нас идет 5-й ряд, да? 5-й ряд раппорта высоту. В этом ряду все петли вяжутся по узору, как они есть. В начале ряда 2 лицевые, и затем повторяется 8 изнаночных, 4 лицевых. Провяжу этот ряд до конца, и следующий ряд изнаночный возле маркера подключусь. Так, в конце 8-го ряда планку провязываем, изнаночная, лицевая, следующую снять, не провязанная нить перед работой, 2 лицевые, 8 изнаночных, 9 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые, предпоследнюю снимаем, не провязанная нить перед работой, последняя изнаночная. Следующий ряд, 9-й ряд вязания, это 7-й ряд раппорта высоту. В этом ряду теперь косу нужно переплести вправо. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 2 изнаночных. Теперь коса. 3 первые петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой,
Следующие 3 петли провязываем лицевыми. Возвращаем петли с дополнительной спицы на левую, провязываем лицевыми 1, 2, 3. И последние 3 лицевые тоже провязываем. Вот это было вправо, теперь влево. Переплетение. Дальше 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая. Все. Дальше это идет у нас 7-й ряд раппорта узора. И в этом ряду у нас опять в группах лицевых петель идет перекрещивание. 2 лицевые, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. Снимаем на правую спицу, меняем местами петли. Ну, узор я уже показывала, поэтому по раппорту это идет 7-й ряд раппорта в высоту. И продолжаю. Также сейчас довяжу этот ряд до конца. И в изнаночном ряду возле маркера подключусь. Довязываю 10-й ряд. Это 8-й ряд раппорта узора. Планка изнаночная, лицевая. Следующую снять, не провязывая нить перед работой. 2 лицевые, 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые. Предпоследнюю снимаю не провязанную нить перед работой. Последняя изнаночная. Следующий 11-й ряд вязания. 9-й ряд раппорта узора. Итак, в косе было переплетение влево, вправо. В предыдущем ряду я делала переплетение. Значит, в этом ничего не делаем. Провязываем. Кромочную снимаем, следующая лицевая. 2 изнаночные, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные. Лицевая, изнаночная, лицевая. Узор основной. Это 9-й ряд раппорта. Все петли провязываются по узору. Здесь изменений нет. 2 лицевые в начале ряда и дальше чередуются 8 изнаночных, 4 лицевых. Провязываю этот ряд до конца. Изнаночный ряд также довязываю до маркера и подключусь. Так, довязываю 12-й ряд. Это 10-й ряд раппорта. Высоту. Планка изнаночная, лицевая. Следующую снять не провязанная нить перед работой. 2 лицевые, 9 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 лицевые. Предпоследнюю кромочную снимаю, не провязывая нить перед работой. Последняя изнаночная. Все. Дальше вязание повторяется. Вяжется все ровным полотном. По рядам сейчас я скажу, сначала поясню по косе. Здесь коса повторяется точно так же. Как я провязала сейчас? Значит, в 5-м ряду я переплела ее влево, в 7-м без переплетений, в 9-м вправо, в 11-м без переплетений. И так повторяем через лицевой ряд влево, вправо, влево, вправо.
То есть то же самое, одно и то же я уже показывать, думаю, не нужно. Дальше я буду вязать, переплетая косу. Узор точно так же. Сейчас я на этой планке покажу. Вот, коса переплетается точно так же. По узору так же, как на спинке. С 1 по 12 ряд раппорта в высоту, затем с 1 по 30 повторяем. И всего ровно до начала вывязывания убавлений по горловине нужно провязать 114 рядов. От начала вязания 114 рядов. В 115 ряду я начну делать убавление по горловине. И затем уже вывязывать пройму. Все, продолжаем вязать ровно по 114 ряд. Итак, 114 рядов провязано ровно. И теперь я начну убавление по горловине. На левой полочке, так, положу сейчас, убавления по горловине вывязываются, соответственно, в конце ряда перед планкой, а с этой стороны сначала планка, потом убавление. Также в лицевом ряду. И в этом, и на этой полочке, на этой. Убавление провязываю по одной петле. В каждом лицевом ряду убавляю по одной петле. Вот идет петля, которая разделяла основной узор от планки. И вот под нее все убавления делаю по одной петле. Сейчас я это покажу все. Значит так. Это 115 ряд вязания. По узору получается, это 11 ряд основного узора, раппорта в высоту, 11 ряд раппорта в высоту основного узора. Ну, это по моей длине так получается. У вас может другой ряд быть. Значит, сначала провязываем планку, затем убавление. Планка у меня получается в этом ряду. Сейчас я возьму счетчик. В этом ряду у меня переплетение в косе не делается. Провязываю кромочную, снимаю, вторую кромочную провязываю лицевой, 2 изнаночные, 9 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. И вот эта последняя лицевая, которая разделяла основной узор от планки, от планки, ее нужно переместить в сторону основного узора. То есть маркер поменять. Ее перемещаем. Маркер после 17 петель теперь будет висеть. И вот за эту петлю теперь будет убавление проходить. С этой стороны убавления будут провязываться 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево. А на второй полочке, соответственно, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Значит, здесь я первую снимаю, вторую провязываю лицевой и протягиваю через предыдущую. Дальше у меня идет это 11 ряд раппорта в высоту. Здесь у меня остается уже 1 лицевая, 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в этом ряду у меня идет перекрещивание петель в группах лицевых петель. Меняю их местами, по 2 петли меняю местами. То есть 11 ряд раппорта в высоту провязываю. Довязываю этот ряд до конца.
Следующий ряд, 116 ряд, довяжу до маркера и подключусь. Довязываю 116 ряд, лицевая. Следующую петлю снимаю, не провязывая нить перед работой. 2 лицевые, 9 изнаночных, 2 лицевые, одну снимаю, не провязанная нить перед работой, последняя кромочная изнаночной. Следующий ряд, это 117 ряд. В этом ряду я продолжаю также убавление по горловине, и еще начинаются убавления в 117 ряду, начинается убавление по пройме, так же как на спинке. Там также были убавления в 117 ряду. И количество закрытых петель будет точно такое, как на спинке. Так, 117 ряд. У меня это 13 ряд раппорта узора. В этом ряду у меня переплетение в косе. Переплетения у меня идут, в этот раз было вправо, теперь влево. Кромочную снимаю, следующую лицевую провязываю, 2 изнаночных. Переплетаю косу, 3 лицевых. Следующие 3 снимаю, оставляю за работой. Следующие 3 провязываю. И провязываю 3 петли с дополнительной спицы. Две изнаночные, лицевая, изнаночная. Дальше идет очередное убавление по горловине. Одну снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через снятую петлю. Дальше идет у меня 13 ряд раппорта. Провязываю 4, здесь получается 6 изнаночных осталось. Следующие 4 петли снимаю на правую спицу, за работой 2 петли придерживаю, 2 петли перемещаю в начало вязания, провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующие 4 петли также перекрещиваю с наклоном влево уже, снимаю, меняю петли местами и провязываю 2 изнаночные, 2 лицевые и так далее. Это, как я сказала, у меня идет 13 ряд раппорта в высоту. Довязываю этот ряд до конца. И на этой полочке, на правой, закрытие петель по пройме будет в изнаночном ряду. На этой полочке, которая вязалась в зеркальном отражении, убавления по пройме вязались в лицевом ряду в начале ряда, а в этой будет в изнаночном ряду, тоже в начале ряда. Ну, так же, как на спинке. С одной стороны, со второй стороны. Так, сейчас довяжу этот ряд до конца. В 118 ряду по пройме я так же, как на спинке, закрываю 4 петли. Первую снимаю, вторую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. Следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 2 петли. Следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 3 и еще одна. Провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 4 петли по пройме закрыто. Дальше продолжаю вязание
изнаночного ряда до конца. 119 ряд. В этом ряду по горловине также убавляю 1 петлю. В этом ряду у меня переплетений в косе нет, так как в предыдущем я его сделала. Кромочную снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные, 9 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Дальше также следующие 2 петли провязываю вместе. Лицевой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. В этом ряду у меня идет 15 ряд раппорта в высоту узора. Здесь у меня остается 3 изнаночных. Следующие 2 перекрестить с наклоном влево. Две лицевые, 2 изнаночные и так далее. В общем, 15 ряд раппорта в высоту. Довязываю до конца ряда. В конце 119 ряда последнюю петлю снимаю не провязанной. В 120 ряду по пройме также закрываю еще 4 петли. Первую снимаю, вторую снимаю, протягиваю через предыдущую. 1 петля, следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 2 петли, третью провязываю изнаночной, протягиваю, и 4-ю провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 4 петли закрыла. Довязываю этот ряд по узору до конца ряда. 121 ряд. В этом ряду у меня идет переплетение в косе. Кромочную снимаю, вторую кромочную провязываю, 2 изнаночные. И теперь переплетение в косе влево. 3 снимаю, оставляю перед работой. Следующие 3 провязываю. Затем провязываю 3 петли с дополнительной спицы. И оставшиеся 3 петли. Две изнаночные, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Еще 1 петля по горловине закрыта. Дальше у меня идет 17 ряд узора. В 17 ряду все вяжется по узору, все петли вяжутся по узору. В начале здесь у меня осталось 2 изнаночные, 2 лицевые, а дальше 8 изнаночных, 4 лицевые, чередую и довязываю ряд до конца. В конце ряда последнюю петлю снимаю не провязанной. В 122 ряду по пройме закрываем 3 петли. Первые 2 снимаю, протягиваю через предыдущую. Следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. И 3-й раз провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 3 петли по пройме закрыто. Продолжаю вязание этого ряда по узору до конца ряда. 123 ряд. В этом ряду у меня переплетений в косе нету. Провязываю. Первую снимаю кромочную, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные, 9 лицевых петель,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Это у меня 19 ряд основного узора раппорта высоту. В этом ряду провязываю, у меня здесь осталась 1 изнаночная, провязываю 2 лицевые и дальше 8 изнаночных у меня здесь получается. И в группах лицевых петель здесь уже идет перекрещивание петель. Провязываю этот ряд до конца. В изнаночном ряду продолжу убавление по пройме. В 124 ряду закрываю еще 3 петли. Первую снимаю, вторую снимаю, протягиваю через предыдущую. 1 петля. Следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 2 петли. И третью провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. Еще 3 петли закрыто. Продолжаю вязание этого ряда по узору до конца ряда. Сто 125 ряд. В этом ряду у меня идет переплетение в косе вправо. Так, или наоборот. Да, вправо. Кромочную снимаю, лицевая, 2 изнаночные. Дальше 3 петли провязываю лицевой. Следующие 3 петли снимаю, оставляю за работой. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. И провязываю лицевыми 3 петли с дополнительной спицы. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Дальше у меня идет 21 ряд раппорта в высоту. В 21 ряду у меня все петли вяжутся по узору. Изменений никаких нет. Довязываю этот ряд до конца, и в этом ряду последнюю кромочную, последнюю петлю снимаю, не провязываю. 126 ряд, закрываю еще 2 петли. Первую снимаю, вторую снимаю, протягиваю через предыдущую. Следующую провязываю изнаночной, протягиваю через предыдущую. 2 петли закрыты. Продолжаю вязание этого ряда по узору, как смотрят петли, до конца ряда. 127 ряд. В этом ряду у меня переплетения в косе нет. Провязываю 2 кромочные, 2 изнаночные, 9 лицевых. Две изнаночные, лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Дальше в 23 ряду у меня в группах лицевых петель идет перекрещивание. Это 23 ряд у меня раппорта в высоту. У меня получается будет первая лицевая, 8 изнаночных и затем перекрещивание. Дальше, в этом ряду в конце ряда нужно будет по пройме закрыть убавить одну петлю, и это я буду делать уже в этом лицевом ряду.
уже не в изнаночном, а в лицевом, точно так же, как я делала на спинке. Сейчас я уже довяжу этот ряд до конца. Здесь идет 8 изнаночных, перекрещивание лицевых петель. Восемь изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, перекрещивание лицевых петель. И здесь нужно довязать до оставшихся 3 петель. Значит, 4 изнаночных здесь остается. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 петли нужно провязать вместе изнаночной петлей. Убавлена 1 петля. И последняя кромочная изнаночной. Все, а изнаночный ряд провязывается без изменений. 129 ряд. У меня переплетение в косе. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, 2 изнаночные петли. Теперь у меня переплетение идет с наклоном влево. 3 снимаю, оставляю перед работой. 3 провязываю лицевыми. Затем 3 петли с дополнительной спицы лицевыми и 3 оставшиеся петли лицевыми. Две изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 петли провяжу вместе лицевой, убавление по горловине. Дальше это у меня идет 25 ряд раппорта в высоту узора. В этом ряду изменений нет. Все петли провязываю по узору. И в этом ряду нужно по пройме убавить еще 1 петлю. Это будет последнее уже убавление. Сейчас я уже довяжу. 4 лицевые, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые, 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 лицевые. Дальше 3 изнаночные, 1, 2, 3. Следующие 2 петли провязываем вместе 1 изнаночной петлей, кромочная, изнаночной. На этом убавления по пройме закончены. Так же, как на спинке, я закрыла 18 петель. И дальше вязание будет продолжаться с этой стороны уже ровно, как на спинке, а с этой стороны все так же вывязываем планку, косу, то есть по планке, а после планки в каждом лицевом ряду по 1 петле убавляем, провязывая 2 петли вместе лицевой. И таким образом нужно провязать по 172 ряд, и последние 4 ряда я покажу. Там будут еще изменения, в самой планке будут убавления. А дальше продолжаем вязать ровно с этой стороны, со стороны проймы, а здесь убавляем по 1 петле в каждом лицевом ряду. Итак, 172 ряда я провязала, убавляя по 1 петле со стороны горловины. И теперь 173 ряд. В этом ряду, это у меня 9 ряд раппорта узора, основного узора, а по планке в косе здесь нужно будет провязать 1 укороченный ряд.
Значит, вяжем так. Кромочную снимаю, 1 лицевая, 2 изнаночные. Здесь у меня по узору косы идет переплетение. Так, переплетение идет следующее: 3 провязываю петли, 3 петли снимаю, на дополнительную спицу оставляю за работой, 3 следующие провязываю, затем провязываю 3 петли с дополнительной спицы. Две изнаночные. И следующая идет вот эта лицевая петля, которую я в лицевом ряду снимала, провязывала, а в изнаночном снимала. Эту петлю нужно обвить рабочей нитью. Рабочую нить держим перед работой, снимаем эту петлю на правую спицу, не провязывая, рабочую нить заводим назад и возвращаем эту петлю на левую спицу. Разворачиваем вязание и провязываем планку по изнаночной стороне. 2 лицевые, 9 изнаночных. Так, 7, 8, 9, 2 лицевые, 1 кромочная снятая и 1 изнаночная. Снова разворачиваем вязание и провязываем. 1 кромочная снятая, 2 провязанная лицевой, 2 изнаночные, 9 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 изнаночные. И теперь нужно провязать вот эту лицевую петлю, которую мы обвили. Нужно поднять нить рабочую, которой мы обвили эту петлю, поддеть и поддеть эту петлю. Снимаем их обе на правую спицу, возвращаем на левую и провязываем. И вязание продолжаем дальше. 1 изнаночная. Дальше у нас идет 1 петлю по горловине убавляем, закрываем и продолжаем вязание по узору. Здесь у меня идет 4 изнаночные осталось, 4 лицевые, 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 лицевые и кромочная. Так, дальше. 10 ряд провязываем без изменений. 10 ряд. Сейчас я уже его провяжу. 2 изнаночные, 8 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 4 изнаночные, 4 лицевые, 3, 4, 1 изнаночная, лицевая, 1 петля снятая, 2 лицевые, 9 изнаночных. Ну, то есть все петли, как обычно мы вязали, в 10 ряду провязываем без изменений. 9 изнаночных, 2 лицевые, предпоследнюю кромочную снимаем, последнюю вяжем изнаночной. Следующий ряд – это 11 ряд узора, 175 ряд, если считать от начала вязания это. В этом ряду уже по горловине мы не убавляем, а нужно будет убавить вот эту петлю, которая
была снятая в изнаночном ряду, вот эта петля, ее нужно убавить. А также, так как мы провязали один укороченный ряд, в этом ряду у нас снова идет переплетение в косе. Кромочную снимаю, следующая лицевая, 2 изнаночных, и последний раз я переплетаю косу. 3 петли снимаю, оставляю перед работой, 3 петли провязываю, затем провязываю 3 петли с дополнительной спицы, и провязываю оставшиеся 3 петли косы. Дальше 2 изнаночные, и вот эту петлю провяжу со следующей петлей изнаночной. Я ее снимаю на правую спицу, изнаночную провязываю изнаночной и протягиваю через эту петлю. Дальше маркер можно уже убрать, он не нужен. Довязываю этот ряд уже до конца. В этом ряду, так как это 11-й ряд раппорта узора, у меня идет переплетение в лицевых петлях, 4 лицевые, 8 изнаночных, 6, 7, 8, 2 лицевые и кромочная. Следующий ряд — это 176 ряд и 12 ряд раппорта узора. Это последний ряд. В этом ряду провязываем основной узор так, как он есть, все петли по узору. Лицевые провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. И нужно это довязать до петель косы. Так, 1, 2, 3, 4, 1, 2 изнаночные, дальше идет 2 лицевые, и вот петли, 9 петель косы. Здесь в косе нужно убавить 3 петли. Я убавляю так: 2 первые петли провязываю вместе изнаночной 1 петлей, следующие 2 еще раз провязываю вместе изнаночной петлей, и следующие 2 еще раз провязываю вместе изнаночной петлей. 3 петли я убавила в косе. Дальше оставшиеся 1, 2, 3 изнаночные просто провязываю, 2 лицевые, и последнюю петлю, которую мы снимали, двойную кромочную, мы ее снимали в каждом изнаночном ряду, теперь их вместе нужно провязать 2 последние петли вместе изнаночной, чтобы кромочная осталась одна. Все. На этом вязание полочки закончено, и можно уже сшить спинку с полочками по плечам. Итак, я сняла петли плеча на спинке на отдельную спицу и пересняла петли полочки также на отдельную спицу. Теперь их нужно сложить лицевыми сторонами внутрь друг к другу. Снаружи у нас изнаночная сторона. И провязать, поочередно провязывая петли с обоих спиц, одновременно закрывая. Я сняла на спицы, это у меня 2,5, удобнее, когда на спицы меньшего размера снятые петли. Так закрывать удобнее. Значит, нить у меня на дальней спице,
Сначала снимаю петлю на дальней спице, затем петлю с ближней спицы провязываю лицевой и тоже снимаю, и затем протягиваю через предыдущую снятую петлю. Это мы 2 петли закрыли, по одной с каждой спицы. И дальше поочередно поддевая петлю с первой спицы, петлю со второй спицы, провязываем вместе одной лицевой, обе снимаем с обоих спиц и протягиваем через предыдущую. И так дальше. На каждой спице по 32 петли, поэтому закрытие будет одинаковое. С каждой спицы поддеваем по одной петле и провязываем их вместе одной лицевой. Затем снимаем и протягиваем, то есть одновременно и закрываем, и провязываем, и закрываем. Петля с ближней спицы, петля с дальней спицы, вместе провязать одной лицевой, снять с обоих спиц и протянуть через предыдущую. Так закрыть все петли. Итак, я все петли закрыла. Нужно проверить, чтобы вот здесь сошелся узор. У меня все сошлось. Ну, если вы правильно вязали, то и у вас сойдется. И теперь нужно... Так, вот эту петлю сейчас вытяну пока. Закрыть петли по горловине. Закрывать буду обычным способом. Провязываю лицевой петлю, протягиваю через предыдущую. И следующую также провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. Обычным закрытием петель закрываем все петли горловины, затем также петли второго плеча снимаем на отдельную спицу и соединяем аналогичным способом вторую полочку.